Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня такой хобби-влог, я не знаю, челлендж. Решила я самой себе устроить такой мини-челлендж для себя на неделю. Сегодня вторник. Если не ошибаюсь, могу ошибаться, сейчас посмотрю. Да, сегодня вторник. Я объясню сейчас почему. Хочу сделать такой небольшой для себя мини-челлендж в связи с, ну, что-то сделать, что-то доделать. Я не знаю почему, но в какой-то момент, вот и буквально несколько дней, какой-то включился такой ступор. Не то чтобы не хочется, да не знаю, или и не хочется, и не может, и что-то вот, знаете, как это не стоит. А если не стоит, то и не стоит да, делать что-то. Но вот как-то прям обидно. Объясню сейчас, покажу все. Если кому-то интересно, оставайтесь со мной. Решила его назвать «Прекрасные незнакомки», этот челлендж, в связи с тем, что тут будут много-много девушек. Многие сейчас скажут, ну, конечно, наверное, поэтому и не получается, а может быть и не хочется, потому что, да, тут одной, кстати, не вижу раскраски. Еще одна будет здесь Мариола. В процессе, если я все-таки дойду до нее, я вам покажу. Но я думаю, я уже 100 раз ее показывала с черепом на макушке. Да, поэтому тоже все никак не могу доделать. Итак, у меня есть масса книг, которые давно уже запланированы, которые даже начаты, иллюстрации в которых и так далее, и так далее. Но у меня почему-то не лежит душа или не лежат руки, я не знаю, что, или все вместе. Я не могу их доделать. Первое. Мариола. Здесь у меня уже готов фон. Я уже сделала фон. В принципе, я уже, ну, как вы видите, да, с кожей уже ну, как бы раскрасила. Да, в общем-то, почти все, за исключением, наверное, ну, вот доработать волосы и вот эти все детальки. Собственно говоря, фон готов. Не готова сама девушка. Причем я уже прям начала, и что-то стопорнулось, что-то пошло не так, и я не поняла, что и почему, и так психанула. В общем, но при этом она мне очень нравится, все мне здесь нравится. Ну вот как-то стопорнула. Следующая готова, тоже иллюстрация в целом. Чуть-чуть расстроилась, я, конечно, хотела более белесые волосы, они получились как-то, ну не знаю. В общем, не суть. Здесь наоборот фон. Но стопорнулся фон, потому что я раскрасила всю девушку. И если я сейчас начну брать пастель и красить фон, то я могу просто испортить. Все это испачкать, испортить. В общем, я решила, что, наверное, даже не буду ее трогать. Не знаю тоже пока вот. Пока это будет так. В общем, по большей степени у меня здесь вот с этой мадам нужно что-то делать, доделать ее. Вот. Дальше. Следующая раскраска сирени. Тут тоже у меня иллюстрация, по-моему, даже несколько, но я пока останавливаться буду на одной конкретной. Она у меня на акварельной бумаге полностью. Я догадываюсь, почему у меня здесь не сложилось. Она на акварельной бумаге, все прекрасно, но, как вы знаете, по крайней мере, многие знают, да, и понимают, что принтер в любом случае, когда печатает, так-то что ж такое сегодня? Вот такая у меня иллюстрация, ангел и демон, акварельная. Здесь акварель, по крайней мере, в данном случае. Видите, я ее уже начала, и опять же вот на этом остановились. Как многие знают, когда принтером это все дело печатаешь, а здесь очень много черного цвета, и даже вот здесь на этих вот моментах много черной этой краски, и она не пропускает акварель. Она, знаете, как капельками скатывается. Тоже сложновато это все. Не знаю. Может быть, в связи с этим у меня как-то вот стопорнулась опять же работа. Я ещё не знаю. Пока вот тоже не то чтобы прям в приоритете, но мне бы хотелось все-таки ее закончить, потому что раскраска хорошая, иллюстрация обалденные. А у меня здесь, по-моему, всего лишь одна законченная, тоже акварелью работа.
А остальные как-то вот руки не доходят, потому что я ее решила сделать на акварельной бумаге. Видите, и вот за счет вот этой типографской краски она не особо получается раскрасить. Можно, конечно, карандашами, но опять же, не все карандаши лягут на акварельную эту бумагу. В общем, да. Есть еще, конечно, вариант взять гуашь. Вот видите, оно прям в некоторых моментах... Ну, это PDF был, понятное дело. Очень надеюсь, что когда-нибудь будет у меня оригинал этого художника, да, и так далее. Не знаю, как правильно его характеризовать. В общем, я надеюсь, что у меня будет когда-нибудь оригинал, и там, потому что вроде как я смотрела обзоры, читала много про него. Не буду говорить имя, потому что и не выговорю. В общем, вроде как бумага там лучше. Ну, не будем о том, чего нет, будем конкретно об этом. Бумага здесь хорошая, она акварельная, и она хорошая сама по себе бумага, но вот за счет вот этой вот, да, не получалось. В общем, в приоритете это иллюстрация. Дальше. Еленка Филоненко, да, правильно, Еленка Филоненко. Здесь у меня эти танцы, раскраска. Здесь у меня тоже одна иллюстрация всего лишь готовая. Я ее здесь раскрашивала, когда только пришла мне раскраска. Вот такая вот у меня иллюстрация здесь. Все блестит. Не знаю, видно, не видно, но фон у нее вот такой вот. Я не стала целенаправленно яркий делать фон, а я сделала вот такой вот. Да что ж такое все цепляется. И я здесь как-то столкнулась с такой... Ну, я не скажу, что это прям вау, какая проблема, но тем не менее... Плохо как-то карандаши у меня здесь сложились. Мне не особо понравилось, как они здесь сложились. Такое чувство, что это все-таки больше под акварель бумага. Она достаточно плотная, иллюстрация односторонняя. И я вот уже кожу непосредственно брала маркер. Не совсем тоже удачно, но в первый раз в жизни делала маркером кожу. Пыталась, по крайней мере. В целом мне нравится здесь иллюстрация. Даже нравится, как вышла. Но все как-то я побаивалась этой раскраски именно вот из-за этих моментов, потому что акварель-то я еще не особо, а вот карандашами мне сложно. И у меня здесь была вот эта вот иллюстрация в хотелках. Здесь тюльпаны, как раз весна, 8 марта было. Ну, в общем, все в таком духе. И все, руки не доходили. Я даже, честно говоря, не знаю, чем ее красить по большому-то счету, но, скорее всего, тоже либо маркер, либо что-то в этом роде. В общем, она тоже у меня здесь. Пока, по крайней мере, сейчас она тоже здесь. Дальше характер. Это у нас уже Кристин Кэрон. И у меня здесь тоже начатая иллюстрация. Я начала ее к 8 марта. Ну, как-то вот, опять же, подвисла. Не знаю почему и как так вышло, что вот тоже, видите, подвисла. Не знаю. Не докрасила, не доделала, расстроилась тоже. Вспомнила, что она у меня была в планах. И хотелось бы ее тоже закончить, поэтому тоже буду стараться раскрасить. А здесь вообще у меня... Почему еще, собственно говоря, про нее тоже вспомнила. Я здесь пробовала, если я не ошибаюсь, я здесь пробовала и Брауберг, здесь и Лира. То есть, да, вот здесь два разных карандаша, одни и те же цвета и два разных карандаша, две разных фирмы. По-моему, Брауберг. Я уже сейчас... Нет. И вот я просто пыталась понять, многие там, кто-то одни ругает, другие ругают, и я вот... целенаправленно пробовала. В общем-то, ну, проблем таких не заметила с этим. Соответственно, нужно докрасить. Не буду долго на этом акцентироваться. Следующее, это такая сборная солянка. Здесь два разных автора. Иллюстратора, автора, не знаю, кому как удобней. Это у нас первый, так, Зиммерман. И второй тоже иллюстратор, я сейчас не вспомню как, потому что их, чтобы выговорить, ну, в общем, я не выговорю, как его зовут. Вот такие вот у него иллюстрации интересные. Я здесь в свое время тоже выбирала одну иллюстрацию. Здесь феечка есть.
И даже планировала ее красить. Вот она, такая вот замечательная феечка. Я ее планировала тоже красить. И хотела еще и на челлендж, но как-то вот про нее прям, знаете, подзабыла. Здесь у меня тоже одна иллюстрация. Она мне появилась совсем тоже, ну, в декабре. Где-то декабрь, январь, да, получается, такая была у меня раскраска. И я здесь одну иллюстрацию успела раскрасить, прям ну, плавно переходящая, да, вот. Я начинала прям совсем в последних числах, даже 31-го сидела, красила чуть-чуть. А вот такая вот была зимняя королевишна. Она тоже тут вся должна блестеть. И на глазках, и на платье, везде. И как-то мне понравилось здесь красить, мне понравился результат. И вот буду ее тоже красить. Раскраски мусорят. Видимо, вот эти вот части после дырокола. Здесь тоже как-то так сложилось уже, что очень мало раскрасила. Здесь у меня последняя была вот такая афроамериканочка. На камеру смотрю, здесь прям у нее такое все белое. На самом деле здесь не так все белое, как кажется. В общем, красила вот такую афроамериканочку. Здесь Пабло и призмы. Гуашь, маркер. По-моему, здесь всего лишь 2 иллюстрации, если не совсем одна. Да, 2 здесь. И вот такая вот еще с лошадкой. У меня были девушки. И я здесь тоже начала. Мне было интересно. Обожаю вот эту вот прям иллюстрацию. Но как-то рыбки здесь, я их побаиваюсь красить. Я пробовала гуашь. Здесь новую. Да что ж такое, не хочет открываться. Ага. Я пробовала гуашь. Так, давайте, наверное, вот так сделаем. Вот эту вот новую гуашь мастер-класс мне дарили на 8 марта. И я решила попробовать. Смотрю, вот высохла уже, когда все просохло. Нужно края чуть-чуть пройтись. Но наносила я ее не как обычно. Вот видите, все в скотч не стала клеить. И уже сразу видно, что не особо ровно. В общем, я ее не разбавляла, не разводила водой. Ничего, видно, что немножко, конечно, неровно. Но с другой стороны, а может так задумано. Вот. И, в общем-то, здесь тоже, как вы понимаете, вот она, девушка. И она тоже не раскрашена. Соответственно, ее тоже нужно бы раскрасить. Поэтому, в связи с тем, что вот так их много, ну и плюс еще одна будет, как я сказала, Мариола, их нужно будет красить. Я даже не знаю, с чего мне начать, если честно. Я, наверное, начну с 8 марта. Все-таки мне бы хотелось все-таки закончить вот эту. Уже даже 8 марта прошел. И мне бы хотелось ее пораскрашивать. Конечно, кто-то скажет сейчас, что... Ну, вообще сейчас, смотрю, стало прям модно. Вот это вот веяние, да, какое-то такое на ютубе, что не раскрашиваю, потому что... там, я не знаю, депрессия или еще что-то в связи с последними событиями на ютубе. Ну, на самом деле, я не знаю, у меня такого нет. Просто вот как-то некоторые иллюстрации, как-то мне с ними не сложилось. Не знаю даже почему, вот не могу объяснить. Так, я взяла, ну, пока лиру, все красные. Пока что вытянула. У меня такого не скажу, что прям нету, чтобы прям вот все совсем печально. И вот кризис такой вот своеобразный ютубовский. И поэтому, не знаю, поэтому я не хочу раскрашивать. Нет, как бы с этим все в порядке. Не нравится мне, наверное. Да, даже этот не нравится. Угу. Наверное, вот такой. Мне хочется именно красных. Я не хочу. Ну, малиновые. Хотя в процессе, может быть, и передумаю.
Вот. Таких прям проблем ярых у меня с этим нет. Так, я вот эти 4 оставлю. Пусть будут. Вдруг я передумаю. Вот. И я буду их точить, потому что мне нравится, когда они прям очень острые. Просто, знаете, как-то вот на некоторые иллюстрации, ну, и, как я уже сказала, не то чтобы я не хочу прям их красить, просто вот какие-то, видимо, немножко перегорело. В каких-то вот потерялась на тот момент, видимо, была какая-то мысль, как раскрасить, как сделать. Ну, а по прошествии времени, из-за того, что отложила там по своим каким-то моментам, некогда было или еще что-то, или нужно было что-то другое делать. В общем, может быть, знаете, потерялась вот эта вот мысль, а может, потерялось это желание именно сейчас красить. Но понимаю, что с каждым разом все больше и больше таких вот у меня все-таки иллюстраций. Мне бы не хотелось их забрасывать, не хотелось бы, чтобы они вот просто лежали. Вот. Бесхозно, так знаете. Мне бы хотелось все-таки их закончить. Тем более, что, согласитесь, большая часть иллюстраций, ну, красивые. Мне очень нравится. Я, кстати, так и не определилась, какая она будет. Может быть, даже цветная. Я имею в виду не стандартный, знаете, цвет волос, а какой-нибудь, может, красный, розовый, синий. Ну, наверное, нет. Здесь хотелось бы все-таки ее, ну, хотя не факт, стандартно. Вот видите, я даже сейчас не совсем. Бывает так, что ты красишь и понимаешь, что ты красишь. Точнее, не понимаю, ну, я и так понимаю, что, конечно, каламбур такой получился. Знаешь, какой будет. Я вот смотрю, бывает, да, и думаю, о, она вот тут у меня будет прям рыжая-рыжая, или там огненная, или брюнетка будет, или блондинка, или еще что-то, или вообще там, да, о, здесь сделаю ее прям синие волосы какие-нибудь или черные. Ну, попытаюсь, по крайней мере. Вот. А бывает, конечно, моменты, когда, ну вот, не знаю, смотрю и до последнего момента не определюсь. Все думаю, какая она у меня все-таки будет. Эта девушка. Наверное, не знаю, мне кажется, у многих так. Может быть, конечно, я ошибаюсь, что-то сегодня я их сглазила, видимо, да, эти карандаши. Вот. Но в целом, что сюда добавить? Даже не знаю. Чуть-чуть чего-то бы добавить. Ничего-то прям катастрофически здесь не хватает. Вот. Всякое бывает. Бывает, смотришь вообще совсем смотришь, думаешь, о, сделай вот так, вот так, вот так, будет классно. Все вроде бы придумал, решил, сделал. Но в какой-то момент потом как щелчок такой, знаете, уже в процессе прям непосредственно, когда ты красишь. И тут бац, думаешь, не, я так не буду, мне так не нравится. Ну вот бывает что-то такое, вот не знаю, я даже не могу это объяснить. Вот цветы, конечно, мне очень нравится иллюстрация, мне нравится девочка безумно. Но и мои любимые цветы, я обожаю нарцизы. Я все их люблю, весенние цветы, я сама по себе весенняя. И поэтому, наверное, еще такая любовь к весенним цветам. Но вот сирень, нарцизы, тюльпаны — это прям мое. Особенно нарцизы. Знаю, многим они даже не нравятся как цветок, но я их обожаю. Вот. И что-то вот не хочет. Что-то вот не хочет, видите? Пожалуйста. Казалось бы.
Что не так? И вот цветы очень сложно мне почему-то даются. Я не могу понять, почему, что не так. И вот как-то, знаете, вот не знаю, прям расстраивает, что ли, сей факт. Вот. Поэтому я, конечно, буду красить, буду пробовать, не знаю, может по-другому следующий тюльпан сделать. Но опять же, может еще и типографская эта краска мешать. Поэтому я решила уже не ждать, не тянуть резину. Многие, прям как я уже сказала, изначально планировались к 8 марта. Поэтому я буду их раскрашивать. Ну, я постараюсь показывать как можно больше по возможности. Ну, а если нет, то покажу уже конечный результат. Все будет зависеть от времени. Продолжаю свой челлендж. Прошла уже фактически неделя. Ну, тут плюс-минус чуть меньше. Ну, я думаю, что я уже особо не успею много сделать. Поэтому давайте покажу, что успела. Так, ну будем по порядку, как, наверное, и показывала. Смотреть. Первая это была Мариола. У нас Мариола Будек. Я собиралась ее закончить, эту иллюстрацию непосредственно. Я ее закончила. Вот такая у меня получилась девушка. Надеюсь, вам видно. Ну, раскрашивала карандашами на фоне пастель, чуть-чуть акрилом. Единственная, конечно, проблема. Так и не решила, что с этим делать. А здесь Брауберг карандаши полностью. В общем, вот такая у меня девочка получилась. Я не стала снимать процессы, потому что видео и так будет, ну, очень длинным. Дальше танцы. Dance. Здесь у меня была девушка с тюльпанами. Вот такая получилась девочка. Здесь акварель у меня полностью. Надеюсь, вам опять же видно. Хочется в это верить. Не помещаюсь в кадр, да? Странно, здесь немного бумага. Я не совсем ее поняла. Но вот так вот вышло. Фон уже не стала делать, потому что как-то акварель, видите, не особо хорошо накладывалась. Не знаю, может, я просто чего-то неправильно делаю. Но в целом мне нравится эта девушка. Дальше. Следующая у нас была вот такая вот Дженнифер Зиммерман, по-моему, правильно, да, называется автор. Да. И здесь я тоже феечку красила. Показывала феечку. Да, сейчас так вот, собственно говоря. Вот такая получилась феечка у меня. Здесь тоже Брауберг карандаши. И на фоне сухая пастель. Не совсем то, что я хотела, получилось. И вот не люблю пастель, потом все косяки видно, так сказать. Ну, ничего не поделаешь. Брауберг. И совсем чуть-чуть вот на вот эти вот у нее бусины, не бусины были, но я не стала уже заморачиваться, сделала их гелевой ручкой. Они так должны блестеть. Мне нравится. Ну, вот такая вот получилась феечка у меня. Дальше сирень. Сирени. Здесь мне нужно было тоже доакварелить. Я доделала. У меня здесь были сестры. Ну, ангел и демон. Так, сейчас бы быстро найти и показать вам, да, сразу. Вот они. Красила акварелью. Здесь тоже немного были сложности. Но сложности в чем? Суть в том, что здесь полностью акварель. Это PDF я сделала на акварельной бумаге, потому что располагают именно для акварели
рисунки. Извиняюсь, мне тут что-то я нечаянно нажала, начала пиликать в компьютере. Распечатала, понимаю, что здесь такие вот фоны, лучше их делать акварельными, красиво. Но не учла один факт, что здесь очень много вот этих вот черных затемнений, притемнений и так далее. И, соответственно, вот эта типографская краска акварель не хочет пропускать, и с этим возникли сложности, потому что акварель неровно ложится. Ну, в общем, да. В целом я довольна, мне нравится. Сейчас попробую вот так показать. Мне нравится, как получилось. Здесь просто акварель, ну, белая ночь, сонет, у меня все вперемешку, поэтому где какая, сейчас не скажу. Ну, преимущественно белые ночи. И чуть-чуть, если, не знаю, будет видно, не будет, позволит, не позволит. Вот. Чуть-чуть у нее все-таки сделала и как золотые, что ли, серьги вот эти вот. Добавила чуть-чуть золота. И вот такие вот получились ангел и демон. Две сестры. Дальше. Следующая была вот такая вот от Кристин Кэрон. Раскрасочка у меня. И здесь тоже была на тему весна иллюстрация. И я ее тоже сделала. Я как-то показывала начало, уже у меня тут тоже было. И я ее доделала. Единственное, я не стала фон опять же здесь делать, потому что уже все раскрасила, а потом поняла, что здесь нужен, наверное, ну хотя бы внутри, да, вот фон. Не стала, уже побоялась пастелью все это размазывать. Здесь Лира и Брауберг вперемешку. Вот. Такая вот получилась девочка. В целом, собственно, где Лира, где Брауберг, да, особо и не отличить. Ну, такой эксперимент был. Мне понравилось. Вполне. Такая интересная получилась девочка весна. Вот такая вот прелесть. Это все, что я успела сделать. Ну и вот у меня осталось в целом только Колдырева. Ну, я сейчас покажу сразу, да. Я не продвинулась дальше фона. В общем, уже не успеваю. Конец. Закончилась моя неделя. Я, конечно, буду красить, постараюсь показать, но уже и конец месяца. Поэтому не стала затягивать. Если успею, то я покажу ее доделать. Если нет, значит нет. Буду делать чуть позже, дальше уже в других влогах. Вот такие у меня получились работы. В целом я довольна своими работами. Достаточно много получилось. И достаточно для меня они, ну, не то чтобы сложные, но все-таки такие емкие. Единственное, фона не стала делать. Не знаю, но здесь и так, по-моему, вырви глаз получилась девушка. Поэтому, собственно говоря, я не стала даже фон сюда. Изначально тоже не стала делать. Я хотела вообще его тоже акварельным, но побоялась. Вот такая вот она у меня получилась. Поэтому будет вот так. Вот такой у меня получился челлендж на тему, не знаю, такие вот незнакомочки, красавицы, девушки. Очень нравится, как тут получилось. Да, в общем-то, все мне понравилось. Ну, где-то какие-то мелкие детали, где-то чем-то недовольна чуть-чуть. Ну, это уже, как говорится, придирки. Вот такие у меня были работы в этом челлендже. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну и всем хорошего настроения. Пока-пока.